Если мы говорим там, психологические консультации, да, я коротко. Здесь я спрашиваю, почему клиент здесь, и что он хочет решить. Вот первый этап. Он мне это выговаривает. Здесь, на этом этапе, я спрашиваю у него, насколько он считает, его жизнь изменится, что станет лучше, если это произойдет. Он нам тоже расскажет. Также здесь узнаю как бы предэтап. Пытался он уже, не пытался. Вот, он говорит, да, нет, да, то есть мне не важно в принципе. Но я понимаю, где он как бы. И вот здесь уже, на этапе уже, это все, вот это действие, 10 минут, максимум 15, все. И вот этот этап 3, я включаю 5 плюс 1 техник. Вот, я включаю это. И это чистая продажа будет уже. Я просто спрошу, окей, хорошо, что для тебя будет важно, допустим, Татьяна, что для вас будет важно, если мы начнем это работать и убирать вот эту проблему, задачу, на что ты будешь больше всего обращать внимание при работе с экспертом? Там, со мной, с другими, что обязательно должно быть. Все, и я его повел. Теперь мы говорим о том, как мы будем это делать. Это ушло из момента того, что... Потому что иначе я его послушал, и вот иначе есть обычно, как происходит обычно? Вы вот здесь, грубо говоря, узнали, и узнали его потребность в боль. Вы узнали его боль, задали еще пару вопросов, и говорите, окей, а теперь у меня есть курс. Я такой, ну вот, мне будет впаривать. А какой у него мотив? Какой мотив будет им движет, чтобы он сейчас принял решение, купил? Может, ему нравится этой болью? Вы не знаете этого мотива, вы потребность знаете. Он хочет, чтобы этого не было. Но мотив, почему он купит именно у вас, вы не знаете. Если мне нужна, грубо говоря, эта доска, я могу купить ее в одном магазине, в другом магазине, в онлайн-третьем. Я нашел в магазине, в одном и сразу в онлайн. Вижу, что непонятно. Позвонил туда, не могу дозвониться, у меня есть вопросы. У меня есть мотив, чтобы он определенный вещь, чтобы мне было комфортно это. Я не дозвонился, все, их нахрен. Взял следующий мой мотив. Я дозвонился, они у меня в этой иерархии выиграли, все. Я с ними начал говорить. У меня есть мотив выгоды. Мотив выгоды сэкономить время и сэкономить деньги. Я не говорю, не торговался, чтобы это купить дешевле. Я хотел это списать лучше. Я говорю, ребят, сделайте вот это вот так, сумма останется та же самая, ну, как бы вы получите то же самое, а я спешу это за 1 год, а не за 3 года. И мне это гораздо выгоднее. Он говорит, нет, мы так не можем. Окей, они не попали в мой мотив. Положил трубку. Позвонил следующим. Те, которые сразу взяли, объяснили, мы перезвонили и сказали, вот так можем сделать. Я говорю, все отлично, покупаю. Вам нужно сделать вот это. Вот этот этап узнать, потом вот этот этап, и потом я перехожу к этому, говорю, окей, смотри, если мы говорим, мы с тобой, да, и я перехожу в это, и тут тогда мы уже оба понимаем, о чем идет речь. И тут по правильным шагам вы его погрузите так, человека, погрузите в себя, в состояние, что будет понимать, он будет понимать всю ценность. И после этого вы используете технику закрытия, и он говорит, да, окей, все, да, согласен. И тут говорю, окей, смотри, как будем действовать. Есть 3 варианта. Есть VIP, есть этот, именно что подходит тебе. Я хочу, чтобы ты выбрал. Я тебе скажу свое мнение, но я хочу, чтобы ты выбрал сам. Вот есть конкретный продукт, то, что это решит, то, что не будет. Мы сейчас говорим не о том, будешь или не будешь. Я провел его, на 5-м шаге это говорю. Ну, смотри, это. Потому что у вас есть ключевое действие. Это ваши встречи, которые вы делаете и проводите вот туда. Все, вот ваши деньги. И если вы приведете по вашим встречам и продадите 10 человекам вот это, у вас будет 6 тысяч. Если у вас будет 6 тысяч, то не будет проблем взять команду, которая поможет вам. Там чуть-чуть с рилсами, вам же не нужно обязательно брать человека, наверное, найдете фрилансера, не знаю, с Мадагаскара, с Украины, с откуда угодно, где-то сидит, который вам поможет, вы купите опять себе время и сможете сделать еще допродать. И если у вас попался такой, как бы, люди, которые любят магическую всю эту историю, они такие на вашем языке, не дай бог, то вы оба проговорите вместо 40 минут и выйдете с деньгами, проговорите 3 часа, и оба уйдете, хорошо поговорив, но ни хрена не продав и ничего не решив. Вы не получили деньги, она не получила результат, но оба поговорили. Все. И поэтому, чтобы этого не было, да, нужно будет вот это поубрать все, говорить, если вы будете говорить, смотрите, если вы будете говорить
людям правильные вещи, они будут делать правильные шаги, которые вы хотите. Ну, я исхожу из того, что вы этичный человек. Да, то есть. И многие, как бы, кто вот в это делает, кто-то приходит и хочет помочь своим продуктам и грузит клиента. Для меня они одинаково, они оба грузят. А если мы будем говорить правильные слова, посылать правильный месседж человеку, что другой будет понимать, что это для него ценно, вам не нужно будет ничего ему продавать, вы понимаете? Сами они захотят покупать. А если, не дай бог, к этому добавить охрененный оффер, туда вставить, который тоже у нас, то человек покупает, такие, блин, я не знаю, покупают как-то. Вроде ничего не делаю, как бы. Просто использую техники, да, как бы очевидную реальность, погружение, выявление доминантного мотива, техники аргументации, и даю оффер с закрытием, и они покупают. Как-то само идет, не знаю, продукт хороший, случайно как-то. Понимаете? Но это нужно подготовить, если вы это подготовите, сивупле, будет вам счастье.